Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале Фейншоп полезный и не очень. Ко мне сегодня добрался мой Poco M5. Это бюджетный смартфон с очень даже неплохими характеристиками. Лайк, подписка на канал за старание. И мы начинаем. Погнали! Ребят, к сожалению, рукожоп, блин. Камеру поменял, кнопку записи не успел нажать. В общем, распаковку самого агрегата вы пропустили. Болтаю, хорошо, хоть вовремя посмотрел, что у меня запись не идет. Ну ладно, в принципе, там ничего особого не было. Коробка приехала. В общем, она была запечатана вот такой вот штуки. Из всего того добра, напомню, ребят, я заказывал телефон на старте продаж. Официальный магазин Poco. И продавец мне обещал положить подарок. Вот весь подарок, который мне положил данный продавец. Такой себе, конечно. Здесь больше ничего у нас и не было. Теперь сам телефон, ребят. Открываем. Все, соответственно, было запечатано. Вот она, пленочка. К сожалению, все это дело я забыл заснять. Ну ничего. Так, главное увидел. Надпись Poco, все по стандарту. Далее нас встречает, ребят, вот такой конверт. В общем, давайте посмотрим, что у нас в конверте. Скрепочка. Далее у нас идет макулатура в таком вот конверте. Я так понимаю, что у нас здесь чехол. Да, конверты, макулатура. В принципе, вся вот эта братья, которая нам особо не интересна. Ну и чехол, ребят. Чехол у нас белый, стандартный. Плохо, что белый, а не серый, допустим, с оттенком серого, такого, как у Realme. Почернеет, пожелтеет и будет такое себе удовольствие. Видим, что здесь у нас заглушка есть. Так, далее у нас, ребят, такая картонная проставочка. Потом у нас здесь шнурок. Давайте глянем. Ну да, USB Type-C. В принципе, все как по стандарту. Зарядочка. Зарядка у нас обычная. Давайте посмотрим, насколько она ватт. Так, на 22,5 ватта, ребят. Ну, быстрая зарядка. Не знаю, сомневаюсь, конечно, что телефон поддерживает быструю зарядку, но, по-моему, 18-ваттную зарядку он поддерживает. Что, в принципе, неплохо. Ну и все. Больше у нас ничего нет. В принципе, все по стандарту. Они не меняются из раза в раз. В принципе, никаких сюрпризов у нас нет. Так, ну а теперь переходим к самому интересному. Это наш бюджетный аппарат. Вот в таком вот он пакете поставляется. Опять-таки без изменений. Давайте глянем на него. Ребят, смотрим. Неплохо. Такой рисунок у него под крокодиловую кожу. Слушайте, прикольно смотрится, реально под кожу. Отпечатки пальцев у нас оставаться не будет. Давайте сразу снимем это все дело. Это нам не надо. Вот он. Смотрим как. Как вам, ребят? Кому нравится дизайн? Палец вверх. Кстати, на канале у меня почему-то не было до этого Poco. Ну, надо будет, я думаю, исправляться. Вот этот будет первый. Poco M5. Выглядит довольно неплохо. Вполне себе. Давайте включать. Есть вибрация. Ну и пошло. Так, замечу, ребят, сразу же. Видно вам, не видно. На экране у нас пленочка, ребят, присутствует. Пленочка, это здорово. Плюс в карму. MIUI. Здесь у нас сразу MIUI 13. Так, русский. Так, Россия. Настройка региона. Да, включаться, я думаю, он будет долго, поэтому не будем терять времени. Давайте пробежимся по кнопкам и элементам управления. Так, далее. С правой стороны у нас расположилась качелька регулировки громкости. Вверх-вниз. Кнопка включения, он же сканер отпечатка пальцев. Снизу у нас расположился решетка динамика, разъем зарядки Type-C, микрофон. С левой стороны у нас слот для сим-карт. Давайте сразу проверим, какой он у нас, комбинированный или полноценный лоток. Обычно бюджетные версии они ставят полноценный лоток. Надеюсь, наш герой сегодня будет не исключением. Да, все верно, ребят, все верно.
полноценный лоток. Видим, можем установить флеш-карту, также 2 сим-карты, то есть полноценный лоток. Также у нас присутствует небольшая резиновая проставочка, как видим, без проблем. То есть намек на пыль и влагозащиту у нас присутствует. Но проверять, конечно, мы этого не будем. Есть. Ну и вот он у нас даже включился. Ладненько. Далее на верхнем торце у нас расположился 3,5 мм джек и инфракрасный порт. В верхней грани расположилась решеточка динамика, ну и каплевидная камера. Тыльная часть у нас выполнена вот такую под текстуру кожи. Прикольно выглядит, типа крокодиловой кожи. Такой вот блок камеры с надписью POCO, черные вставочки. 2 камеры, 3 точнее, ну основные 2, потому что это у нас так, по-моему, макросъемочка. И вспышечка. Черный блок такой выполнено довольно-таки оригинально. Кому нравится, ставим пальцы вверх. Отпечатков, конечно, у нас совершенно оставаться не будет. В отличие от модуля, конечно, здесь, пожалуйста, сразу же у нас все заляпывается. Поэтому будьте осторожны. Или носите с собой тряпочку. А в комплекте тряпочку не положили. Выглядит довольно-таки неплохо. Аппарат. Как он, ребят? А? Вполне себе достойный. Принимаем. Давайте как раз проверим, ребят, наш отпечаток пальцев. Как он будет работать. Срабатывает довольно быстро. Вполне себе быстренько работает. Никаких подтормаживаний нет. Принимаем. Все, запуск. Вот он наш агрегат. Как вам, ребят? Подбородочек, конечно, такой присутствует. Не маленький. Видим, что у нас висит. Расчехляется. Ну да, ну... Конечно, ребят, это же вам не супер топовый флагман, который моментально бы расчехлялся. Здесь надо чуть подождать. Давайте мы сразу безграничный экран включим. Во, другое дело. Система работает, но пока все не прогрузится, будет подтормаживать, конечно. Давайте немножечко пробежимся по самому экрану, по цифрам. Здесь у нас, ребят, установлена IPS матрица на 6,58 дюймов с разрешением 1080 на 2480 пикселей. Соотношение сторон 20 к 9. Плотность пикселей у нас составляет 401 точек на дюйм. Пикселей, конечно, видеть вы не должны. Здесь у нас также присутствует повышенная герцовочка, ребят. На 90 Гц можно аппарат. Давайте я сразу покажу вам. Видим 60 Гц. Можно поставить 90 Гц. То есть вот все у нас плавненько, хорошо работает. Очень приятно. Жаль, камера не передает. Максимальная пиковая яркость, конечно, у нас, ребят, составляет 500 нит. К сожалению, это не очень-то много. На ярком солнце, скорее всего, информация не очень будет читабельна. Соотношение экрана к корпусу у нас составляет 83,6%. То есть вот этот подбородок и небольшие рамочки у нас присутствуют. В высоту, ребят, у нас 163,9 мм. В ширину у нас 76 мм. Толщина у нас составляет 8,9 мм. Так что вот такой вот толстоватенький кабанчик. Вес у нас всего 201 грамм. Не легенький, не пушинка. В общем, такой средненький. Поверх, ребят, всего передняя сторона у нас прикрыта защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3-го поколения. Материалы, ребят, конечно, корпуса у нас все пластик. То есть боковая рамочка, тыльная часть, все это дело у нас пластик, ребят. Ну, пластик такой практичный. Отпечаток пальцев у нас совершенно не остается. То есть, в принципе, его можно даже без чехла использовать. Вполне себе будет достойный. Пожалуйста, как он будет у нас смотреться. Давайте я покажу в чехольчике. Можно его, в принципе, не одевать. Вот так он у нас смотрится в чехле. Да, не очень приятно, конечно, но в принципе, довольно-таки сносно. Power by POCO надпись на нашем чехле. За аппаратную часть смартфона отвечает процессор от MediaTek Helio G99. Это у нас, ребят, новый процессор, состоящий из 8 ядер.
2 высокопроизводительных ядер Cortex A76, вот они, работающих на частоте 2,2 ГГц, и 6 энергосберегающих Cortex A55, работающих на частоте 2000 ГГц. Построен процессор у нас по 6-нанометровому техпроцессору, что очень позитивно сказывается на тепловыделении. Процессор совершенно не тротлит, от слова совсем. По моим тестам, один тест я запустил на 15 минут, видим, практически ровная полоса по гипсам, максимальная 165 и минимальная 150, практически нет просадок. Первый тест я запустил на 15 минут, как видим, идеально. Тут же запустил следующий, удивился и запустил на 30 минут. Как видим, практически то же самое, причем максимальная 174 гипса, то есть он разогнался, минимальная 163. Просто невероятный результат, G99. Он получился у них действительно удачный. Графический процессор у нас Mali G57 MC2 в связке с двухканальной 4-гигабайтной оперативной памяти LP4DDR-X выдают 312 558 попугаев. Вообще насчет этого теста Antutu я все перекачал, не знаю, почему-то не ставится версия полноценная, только Lite, и выдали 312 тысяч. Этот процессор, посмотрел по другим формулам, выдает от 380 до 390. Связано ли это с тем, что у меня 4 гигабайта оперативной памяти? Возможно. Возможно, связано, что версия бенчмарка устарела. В общем, вот такие результаты. Хотя, вполне себе неплохо. Что касается других тестов, Slingshot 3473, White Light Extreme Stress Test 342, худшая 336. Geekbench 551 в Single Core в однопоточном режиме и 1927 в мультипоточном режиме. Сколько поддерживает пальцев? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 касаний. 10 касаний, ну само собой. Далее Wi-Fi, ребят. 2,5 ГГц. Сколько сетей видит, и 5 ГГц. Ловит через 2 стены, все замечательно. В общем и целом, смартфон неплохо себя показывает в играх. Практически везде у него приличный играбельный FPS. Даже в такой тяжелой игре, как Genshin Impact, смартфон держится бодрячком. Сейчас я запущу, покажу вам, ребят. Я уже молчу о других играх. В большинстве случаев смартфон выставляет по умолчанию настройки средний-высокий, что в принципе довольно-таки неплохо. У меня, ребят, версия смартфона на 4 гигабайта оперативной памяти и показывает себя в большинстве случаев во всех игрушках неплохо. Есть также версия на 6 гигабайт, думаю, в ней будет вообще все замечательно. Что же касается внутреннего накопителя, он у нас есть на 64 гигабайта, UFS 2.2. Да, не самое быстрое, понимаю, но не забывайте, ребят, это у нас бюджетное устройство. Расширить ее можно будет картой памяти до 1 терабайта. В общем, если вы хотите часок-другой залипнуть в любимую игрушку, этот смартфон подойдет для этого как нельзя лучше. Да, ребят, если хотите полноценный тест игровой этого смартфона, напишите внизу в комментариях. Там же можете написать, какие игры хотели бы, чтобы я протестировал. И я запилю полноценный обзор у себя на втором канале FansPlay. Переходите, подписывайтесь, ссылочка его будет в описании. Ребят, блок камеры у нас состоит из 3 модулей. Основной объектив у нас на 50 мегапикселей от Samsung со светосилой 1.8. Делает вполне неплохие снимки при хорошем освещении. Пишет видео максимум Full HD 30 кадров в секунду. К сожалению, 60 кадров нам не завезли. Хотя у старшего брата в лице Poco M5s эта функция имеется. И там процессор точно такой же. То есть все мы знаем, для чего это делается. Маркетинговый ход. Чтобы все-таки плюса хоть какие-то были в старшем брате. Вторая камера у нас на 2 мегапикселя со светосилой 2.4. С ее помощью можно делать фото мелких деталей, либо вести видеозапись на расстоянии 2-3 мм. Ну и третья камера у нас на 2 мегапикселя с той же апертурой. Отвечает она за портретный режим. Селфи камера у нас на 5 мегапикселей с апертурой 2.2. С все тем же максимальным разрешением Full HD 30 кадров в секунду. Что можно сказать про селфи камеру? Вполне себе нормальная камера. Не срывает звезд с неба, ну и не падает в грязь лицом. Вполне себе
на свои деньги. Вот небольшие примеры съемки, как днем, так и ночью. Тест камеры основной Poco M5. Видео у нас пишется максимально 1080, 30 кадров в секунду. Само собой, стабилизации у нас нет и не будет. Это все-таки бюджетник, поэтому что имеем, то имеем. Но по мне так в принципе неплохо пишется при нормальном освещении. Единственное, что стабилизации, конечно, не хватает видео. Это да. Попробуем приблизить. У нас 5-6х. Максималочку. Вот такой вот. Кинематографичный, так называем. Напомню, ребят, здесь у нас стоит сенсор на 5 мегапикселей. Ну, вполне себе неплохо для бюджетника. Так, ну что, ребят, теперь проверяем, как наш основной модуль. Напоминаю, здесь у нас один стоит на 50 мегапикселей и две затычки по 2 мегапикселя. Сейчас ночное время суток, проверяем, как он будет писать. Сложная сцена. Здесь у нас получается свет вот такой от фонарных столбов. В принципе, как по мне, для бюджетников вполне себе неплохо. Автофокус, я думаю, не стоит проверять, хотя давайте проверим, попробуем. Вот дневное освещение не особо срабатывало, сейчас тем более, я думаю, не будет. Да. Это точно. Тяжеловато ему. Еще разочек попробуем. Условно. Тяжело, очень тяжело. Так, а так у нас на фронталочку идет запись. В принципе, роллинг шаттера особо не наблюдаю, хотя чуть позже, может, он будет заметен. Стабилизация, ребят, конечно, она отсутствует. Если бы, конечно, сюда хотя бы завезли бы стабилизацию электронную, было бы намного круче. А так, в принципе, довольно-таки хватало. Для каких-нибудь там селфи, для скайпа вполне себе можно пользоваться этой камерой. Себя, в принципе, вы запишите и видите, не проблема. Напомню, максимальная запись — это 5-мегапиксельная селфи-камера, 1080, 30 кадров в секунду, не более. Хотя процессор, по сути дела, установлен здесь более или менее достойный. Helio G99, кстати, очень хорошо себя показал выбор. Поэтому могли бы реализовать, я думаю, более-менее. Можно, в принципе, чисто теоретически установить сюда какую-нибудь стороннюю камеру. Я думаю, процессор должен потянуть. Будем пробовать. А так, в принципе, неплохо. Еще пару слов хотел бы сказать о звуке. Здесь он, к сожалению, моно, но сам динамик довольно качественный. Звук очень громкий и четкий. Звонок вы точно не пропустите. Давайте, к примеру, что-нибудь включим. 50%.
По коммуникациям, ребят. Wi-Fi 2.4 5 ГГц поддерживает без проблем. Bluetooth версии 5.3. По GPS, ребят, ловит у нас GLONASS, Beidou, Galileo. Замечательно. Все спутники отображаются хорошо. Инфракрасный порт, само собой, присутствует, я уже показывал. Ну и, конечно же, NFC. Куда же без него? Хотя я не очень понимаю наших людей помешанность на вот этом датчике NFC. Особенно сейчас. Не особо-то актуально. Ну, почему-то у нас считается, что если телефон без NFC, то это все. Зашквар и неудачная модель. Не знаю. Хотя сам лично я расплачивался NFC пару раз. По связи, ребят. Ловит он все прекрасно, замечательно. Меня слышит собеседник хорошо, я слышу тоже. Проблем я не обнаружил при пользе. Здесь у нас поддерживается 3G, 4G, 5G нет. По бендам 1, 2, 3, ну их там очень много, 20. В общем, все бенды, которые есть в нашей стране, он поддерживает без проблем. Ну и последнее, о чем стоит поговорить, это о батарее. Она у нас здесь на 5000 мАч. В сочетании с энергоэффективным процессором Helio G99 обеспечивают время работы до 2-3 дней. И это в активном использовании. А если его использовать экономно, думаю, что и 4 дня проживет легко. По моим тестам автономности, 15 минут игры в Genshin Impact съели 3% заряда аккумулятора. 30 минут 8% заряда аккумулятора. 1 час всего 18% заряда. Тест производился на максимальной яркости экрана. 15 минут проигрывания на YouTube на максимальной яркости всего 1%. 1%. 30 минут 4%. Час 9% заряда аккумулятора. Результат поистине впечатляющий. По поводу зарядки, она у нас здесь на 22,5 Вт, но смартфон поддерживает только 18 ваттную зарядку. Итого, мы имеем следующие результаты. За 15 минут смартфон заряжается на 19%, за 30 минут вам удастся зарядить его на 34%, за 1 час 64%. И для того, чтобы телефон вам зарядить от 0 до 100%, вам понадобится 2 часа 2 минуты. Подводя итоги, могу сказать, что смартфон получился весьма крепким бюджетником. Сильные его стороны — это классный, энергоэффективный, но при этом довольно мощный процессор. Хорошая IPS матрица с повышенной герцовкой. Кто бы что ни говорил, но если ты хоть раз попользовался этой функцией, назад к 60 кадрам, но никак не хочется возвращаться. Неплохая камера при хорошем освещении, ну и конечно же время автономной работы. Оно здесь поистине впечатляющее. К минусам можно отнести отсутствие стабилизации, невысокая яркость экрана, ну и маркетинговые уловки. Зачем порезали возможность снимать в 60 кадрах? Возможно, в будущем с обновлениями нам эту возможность предоставят. Будем надеяться. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим пальцы вверх, если видео вам понравилось. Пишите в комментариях, кому, как зашел данный девайс. Там же можем подискутировать о его плюсах и минусах. Подписывайтесь на канал, залетайте на Дзен. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.